Всем доброго времени суток. Микроволновка LG. Значит, проблема с микроволновкой. Она работает, гудит, но не греет. Открываем крышку. Сюда очень сильно грязно. Это говорит о том, что возможно повредился магнетрон. Ну и сама микроволновка тоже очень грязная, ее нужно тщательно прочистить. Микроволновку нужно будет разобрать, то есть снять корпус. Вот тут прикручены винтики. Эти винтики нужно открутить для того, чтобы добраться до середины. Винты очень сложно открутить отверткой, поэтому берем шуруповерт и выкручиваем. Так, вот я крышку снял. Начнем с магнетрона. Нужно снять вот эту вот перемычку. В первую очередь проверяю магнетрон. Ставлю мультиметр в режим прозвонки. Вот он. Проверяю, как работает. Прозвон идет. Значит, в первую очередь нужно проверить вот эти контакты магнетрона. Соединяю два щупа. И видите, контакт есть, прозванивается. Теперь нужно проверить на корпус. Один щуп на один контакт, второй на корпус. Мы видим, что идет пробитие как с одной стороны одного контакта, так и второго. Это говорит о пробитии проходного конденсатора. Для того, чтобы снять магнетрон, нужно открутить вот этот вот винтик. Я уже винтик открутил. Снять уголок. И открутить винтики. Как с одной стороны, здесь, так и с другой. Вот так вот снимается магнетрон. Нужно проверить предохранитель. Вот он, видите, предохранитель. Теперь нужно отсоединить предохранитель от трансформатора и конденсатора. При этом нужно запомнить расположение всех контактов. То есть зафиксировать, сфотографировать. Так, теперь тестируем предохранитель на пригодность. Ставим мультиметр на прозвон. И проверяем вот эти вот два конца. Один контакт и второй. Смотрите, я соединяю, и мультиметр не реагирует никак. Так, открываю сам предохранитель, вот он открывается вот таким вот образом. Здесь разъемчики. Достаю. Но что я вижу? Здесь порвана вот эта вот струна, проволочка. Для того, чтобы проверить конденсатор, нужно полностью отсоединить все контакты. Но не стану отсоединять контакты. Я сразу так проверю. Теперь ставим мультиметр на прозвонку. И замеряем наш конденсатор. Значит, в первую очередь нужно замерить вот эти вот контакты. Ну, увидим, что пробоя нету. Потом дальние контакты замеряем. Тоже пробоя нету. Также замеряем контакты на корпус. Тоже пробоя нету, ни один, ни второй. Этот контакт замеряем на корпус, тоже пробития нету. Также нужно замерить вот этот диод. Рабочий или не рабочий, тоже его желательно снять, но я не буду его снимать. Тоже вот так вот с корпуса я подсоединю. И, значит, я подсоединяю этот контакт сюда и к корпусу, и тоже он не должен прозваниваться. Диод и конденсатор у нас рабочие. Трансформатор как измеряется. Вначале нужно поставить мультиметр на прозвонку. Берем два щупа. Измеряем первичную обмотку трансформатора. По прозвону все нормально. Далее выставляем 200 Ом сопротивления. И определяем
показания. Вот видите, показывает 8,7, 8,9, 9,1 Ом. И вообще вот значения начинают прыгать. То показывает 20 Ом, то 30. Потом опять оно перескакивает на нормальное показание. То есть сопротивление должно быть от 2 до 5 Ом. У меня показывают уже изначально неправильно. Значит, первичная обмотка неисправна, а собственно говоря и неисправен трансформатор. То есть трансформатор уже подлежит замене. Предохранитель вставлен. Вот такие вот колпачки. И нужно его снять с этих колпачков. Так вот просто отжимается, снимается. Теперь еще раз проверяем предохранитель. Ставим на прозвонку. Ну, видите, никаких признаков жизни нету. Предохранитель нужно менять. У меня были лишние предохранители. Вот видите, есть предохранитель. Давайте проверим, как он работает. Прозвоним. Ставим опять на прозвон. Зажимаем два контакта. Ставим на прозвон и видим, что предохранитель работает. Вот по нулям показывает. То есть сопротивление есть. Предохранитель рабочий. Я заказал новый магнетрон. И вот он пришел наконец. Фирменный. LG-шный. Так, теперь устанавливаю магнетрон на свое место. Так, вот, значит, вниз он должен стоять, головка. И вот креплю сейчас. Так, вкручиваю вот эти все винтики. Вот, раз. Два. И тут два винта. Раз и два. Так, теперь подсоединяю вот эту вот фишку. Также нужно вытянуть слюду. Вот так она вытягивается. Ну, видите, она уже тут почернела. Вот сейчас я поставлю. Вот видите, она такая уже черная, почерневшая с одной, с другой стороны. Ее тоже нужно поменять, потому что если вы не поменяете, то вы опять запорите магнетрон. Далее я получил слюду новую, тоже LG-шную. Распечатываем ее и устанавливаем слюду на свое место. Аккуратненько. Так вот я слюду установил, она просто заводится в пазы свои. Я приобрел новый трансформатор, вернее новый бэушный, в рабочем состоянии. Параметры все нормальные, значит здесь 3,7 на первичке Ом. Теперь осталось проверить работоспособность микроволновки. В первую очередь нужно поставить крышку на место свое. Это у нас так вот устанавливается. И вот так вот захлопывается. Поворачиваем. Ну вот мы слышим сигнал, значит можно уже выключать. Стоп, открываю. И вот как мы видим, пар идет, то есть вода нагревается. Все работает, все замечательно. На этом все. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Я на них с удовольствием отвечу. Всего доброго, до новых встреч.